фоне беспрецедентного усиления террористической угрозы ИГИЛ, провозгласившая себя государством, другие экстремистские группировки удерживали контроль над значительными территориями в Сирии и Ираке, стремились, и во многих случаях им это удавалось, закрепиться в других странах, в частности в Ливии, Афганистане и в ряде стран Черной Африки. Все мы видели и были свидетелями жутких бесчеловечных терактов против граждан России, государств Европы, Ближнего Востока, Африки, США, Азии. Теракты, которые провоцировали массовый исход населения, в том числе на территорию Евросоюза. И вы знаете, что террористы вынашивают, открыто заявляют о планах создания халифата от Португалии до Пакистана. Это реальная угроза не только региональной, но и всей международной безопасности. Россия в этих условиях стремилась действовать активно, как постоянный член Совета Безопасности, как одно из наиболее крупных государств с активной внешней политикой. Мы действовали не только отстаивая наши национальные интересы, но и реализуя свою ответственность за положение дел в мире. Ключевым направлением наших усилий стало продвижение инициативы президента Путина о формировании на основе международного права и под эгидой ООН широкой антитеррористической коалиции. Действия воздушно-космических сил России в ответ на обращение сирийского правительства реально помогли переломить ситуацию в этой стране, помогли обеспечить сужение контролируемого террористами пространства. И в результате, между прочим, заодно существенно прояснилась картина происходящего, и стало видно, кто борется с террористами, а кто выступает в роли их пособников, пытаясь использовать их в своих односторонних эгоистических целях. Наше активное участие в антитеррористической борьбе способствовало принятию целого ряда важных резолюций Совета Безопасности ООН, направленных на пресечение финансирования терроризма, направленные на пресечение феномена иностранных террористов-боевиков. Это резолюции 2199 и 2253. Мы добиваемся добросовестного их выполнения и, что не менее важно, честных, подробных отчетов секретариата ООН о том, как и кто выполняет свои обязательства по этим важнейшим документам. Ясно, что только военным путем терроризм победить невозможно, необходимо сочетать и вооруженные действия с политическими процессами по урегулированию конфликтов, с мерами по недопущению использования террористами экономической инфраструктуры, которую они захватывают наподобие того, как это сделал ИГИЛ в Ираке и Сирии, и поставляет контрабандную нефть и прочие контрабандные товары в Турцию для реализации. Важно, конечно, думать и об экономической реабилитации пострадавших стран после того, как террористическая угроза будет отведена. И, конечно же, важно противодействовать экстремистской идеологии. В сентябре, когда Россия была председателем в Совете Безопасности ООН, мы провели специальное заседание на уровне министров иностранных дел, посвященное как раз комплексному анализу всех этих угроз и комплексному анализу мер, которые необходимо принять для их преодоления в регионе Ближнего Востока и Севера Африки. Это была интересная дискуссия, и думаю, что разговор о том, как действовать не от случая к случаю, а стратегически и в всеохватывающем ключе, необходимо продолжить в Совете Безопасности ООН. Мы активнейшим образом способствовали, как в свое время мы способствовали проведению встречи в Женеве в 2012 году и принятию Женевского коммюнике, также мы активно способствовали формированию международной группы поддержки Сирии и запуску так называемого Венского процесса, который одобрен в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, которую нужно неукоснительно выполнять.